Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре прем-танчик, американский тяжелый танк Т-34 8-го левела. Да, 8-го левела, вот такая вот машина. Крутая, большая, мощная, наверное. А мы с вами сегодня, у нас полноценный обзор, гайд, давайте разбираться все и по порядку. И сначала пойдем, поглядим, конечно же, бронирование Т-34. Go! Итак, вот наш Т-34 Collision модель. Давайте смотреть. Корпус что-то весь зеленый. 70 мм НЛД в приведенке 140, 150 в самом низу НЛД, вверху у нас 113, ближе к каткам вообще по 80, жуть как мало. ВЛД 102 мм основное бронирование, вот, а снизу у нас ВЛД 146, вверху 152. Пулеметное гнездо у нас 81. Вот здесь вот по 179, здесь траки у него висят. Вот есть еще вот такие вот замечательные у него под башней щели 120 миллиметров. Вот здесь у нас 157. Вот по башне у нас огромная маска орудия. Она у нас прямая. Поэтому в принципе по всей площади должна быть одинаковая броня. И она здесь есть и сумасшедшая. По краям 510. Внизу под стволом 600, здесь 600, но вот ближе к стволу там 279. По маске вопросов нету, офигенная броня. Вот, щеки у нас уже под углом от маски начинаются. Здесь у нас тоже, как для 8 уровня тяжелого танка, сумасшедшая броня 283. Здесь вот такие заломы башни там 450, 283, дальше рикошет, щеки башни. Теперь дальше идем. Вот здесь над самой маской корпус, такое закругление. Здесь броня хорошая. Сюда ему, сейчас поставим правильно, вот, как мы его видим. Мы его видим вот так, но пушку вот не дает, приходится опускать. С края будет 233, 83 основная планка на башне сверху. И лючок у нас 52. Сами понимаете, 52, и здесь 76. Все этот танк башню пробивает либо вскользь по крыше, либо в этот лючок. Боковое бронирование 76 мм. Вот, и говорит это о том, что в принципе то он танкует от борта достаточно неплохо. Через каток, кстати, не бьется. Вот такое вот бронирование. Слабый корпус, крепкая маска, крепкая башня. Ослабленные зоны наверху башни. От борта танкует нормально. Поскольку это прем-танк, нас интересует в принципе только пушка, потому что другое ничего, да и пушка тоже у нас не прокачивается. Пушка у нас 120 миллиметровка с альфой в 400. Разовый урон, 248 пробития на основном снаряде и 297 на голде. И я хочу сказать, как для тяжелых танков, если сравнивать много с разными можно, то пробитие это у него не от 8-го левела получается, а от 9-го. Потому что, основной снаряд 248, голда 300 почти. Какие еще танки тяжелые на 8 уровне прем-танчики могут похвастаться таким бронепробитием? Вот заряжается, безусловно, пушка долго, 15 секунд на стоке. 1600 ДПМ очень маленький, точность 0,35 неплохая, сводится долго. По полевой модернизации. Так, я еще ее не вкачивал, кстати, сейчас можно будет вкачать вместе. Так, выбираем слот на мобильность, мы медленные. Здесь в этом блоке во втором скорость поворота ходовой, проще вертится он тоже медленно, но все равно берем вездеходную ходовую к набранной скорости сохранения. Здесь у нас сводится медленно пушка, поэтому берем притирку шестерней наведения. Здесь электропривод, перископ к обзору, это здорово, берем звукоизоляцию. Мы все-таки тяжелый танк, это нахрен отключаем все. Вот, это нам пока не интересует. Теперь давайте по оборудованию смотреть. Вот. В основной слот
дающий нам. Вот это, кстати, старое у меня оборудование стояло. Когда-то я играл без полевой модернизации. Здесь, конечно, сейчас все-таки рекомендую поставить улучшенную закалку для этой машины. Это первое. Во второй слот, наверное, таки. Эх, стаб ему, конечно, такой дрын нужен. Но и ездит он медленно. Так, где у нас стоит? Объект 260. Давайте снимем турбину оттуда. Попробуем такую некую новую сборку. С турбины его покатать. Объект 260. Турбач отсюда сдернем. Так. Так. Так, вот что мы сделаем. Мы от стаба откажемся. Демонтировать на склад. И поставим турбач сюда. Стаб. Здесь обязательно должен стоять в слоте досел. Обязательно, наверное, все-таки лучше на эту машину ставить, конечно же, улучшенную закалку. А вот вместо турбины можно поставить либо стаб. Ну, вентиль, наверное, не так важен. Лучше стаб вместо турбины. Вот такая вот сборочка. По снарядам. Основной у нас бронебойный летит 945, достаточно нормальная скорость. Голда подкол летит почти 1200, и это очень комфортная скорость полета снаряда. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель ставьте, желательно автоматически. Я поставил доп. Паёк. Экипаж огромный, 6 членов экипажа. Сейчас в таблице видите перки, смотрите, как надо качать. По огневой мощи, вот мы поставили такую сборку. Пушка у нас заряжается уже 11,78, менее 12 секунд. У нас неплохой экипаж тут. Вот, УВН у нас отличный, минус 10. ДПМ чуть-чуть подрос до 2000. И, соответственно, разброс у нас тоже улучшился. У нас 0,32. 0,32. Отлично. Сводится уже 2,73. По ХП у нас все отлично. Как для 8 уровня у нас 1700 хп. Супер. С турбиной мы уже едем вперед 40, 15 назад, почти 16 лошадей на тонну. Незаметность, понятно, у нас дерьмо, танк огромный, это его минус по сути, просто огромный, нереальный. 407 метров обзор, ну какой есть, нормально, сойдет. По плюсам и минусам машины, по минусам танк огромный. Выцеливать его легко. Ослабленный корпус, и все знают про его слабую крышу. Это тоже минус еще и по броне. Вот. В целом, конечно, башня неплохая, и если играть от УВН, то закидывать в лючок вам и в крышу-то особо сильно не будут. Но самое главное не подставлять корпус. По подвижности танк медленный, это минус. Даже на турбине у нас 40 вперед, и ну такое себе все равно. Вот, по пушке сплошные плюсы. Хороший разовый урон, неплохая точность, хорошие быстрые снаряды. У нас есть УВН. Чего у нас только нету, это скорости наведения орудия. Медленно. По обзору стандартный параметр ПХП, у него большой запас прочности. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, как данная машина играет в современном ретро. Погнали. Так, попали мы на утес. У нас обзор боем танк Т-34, прем-танк 8 уровня нации США. Тяжелый танк, девяткам занесло. По сути, это танк про размен ХП. Хорошая альфа, которую надо все-таки стараться реализовывать. Ну, 6-7 хороших шотов с нормальной альфой, и у вас есть урон. Поэтому поедем, наверное, на центр. У нас есть УВН. Сейчас будет весело. Играть будем стараться на ББ, без голды. Посмотрим, как он фармит. У нас и так на ББ хорошее пробитие. Ну куда? 248.
Но медленный, даже на турбине, но такое. Шрам останется загляденье. Меня задели. Получи! Вот это я Всего зря лишь так царапин. выехал. Да. О, какие люди там едут. Миленько. Это мне нравится. Хорошо пошло. Пятка отыгралась. Хорошо. Да и нашу бы нам слить. Было бы вообще замечательно. Так, пока все идет ровно. Отлично. Все, Чар-Футур остался. Надо его сливать от башни. Что это Вот такое? это громадина. Миленько. С добром это не кончится. Хорошо пошло. Так, ну треху дали. Руки в ноги, Треху боец. выписали. Ты. Промазывай.
Борщец стоит. Вместо арты. Откуда-то оттуда бил. Ох, еще шотик бы дать, а. Вот в этих кустах он стоит. 100%. Далее. Все, сумма 4К сойдет. Играли full ББ. Сейчас посмотрим, что нафармили. Нормальная альфа. Если с умом на нем играть, можно на нем черти чего исполнять. Вот сами видели бой. Сойдет. Я думаю, в топе по урону, скорее всего. Вот вам и Т-34. Нет, обогнали. Ух, Тортой с 5 фрагов. Красавчик. Ладно, мы дали 3, тут вот 3 игрока отыграли. Все остальное такое себе. Вот. Начислили нам 110. Это без клановых, без каких... Не, клановый что-то у нас там стоит. 72 чистыми на ББшках. Это танк про размен ХП. У нас хорошая альфа, у нас дохера ХП. У нас есть УВНы, но ослабленная зона, корпус и вот крышка башни с лючком. Это мы помним, но можно в современном рендоме на нем играть и фармить серебро. Понятно, что они прям ух, сколько завезли серебра. Ребят, пишите, у кого есть в ангаре такая машина, как вам она, на каком оборудовании вы катаете. Я сегодня поставил оборудование без стаба. Без стаба тоже в принципе нормально сойдет. С турбиной хотя бы хоть как-то едет, а закалка добавляет ХП, ну и бережет наши гусеницы. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.